Всем привет! Сидим на детской площадке. Федя бегает с мячом, а я решила поговорить. Привет! Все? Я посмотрела свои предыдущие влоги и подумала, блин, как классно, как здорово вообще смотреть какие-то вещи, которые ты делал, в каких состояниях ты был, с кем ты работал. В общем, мне это очень все нравится. Я решила, что я, наверное, буду потихонечку возвращаться, в спокойном темпе буду делать новые влоги, рассказывать про съемки, про жизнь, такой микс. Если вам это интересно, дайте мне знать, напишите, пожалуйста, комментарий, это очень сильно меня поддержит. Рассказываю. В общем, сходила я тут на мастер-класс Оли Тупоноговой-Волковой. Я ходила на 2 урока. Первый урок был по жесткому свету, имитация солнечного света, а второй был по психологическому портрету. И если второй урок это вообще не мой формат, то первый урок меня очень сильно вдохновил. Первый урок был про жесткий свет, он был про то, как имитировать жесткие солнечные лучи. Что тебе дать? Надо встать, да? И я работала с теми источниками, про которые говорила Оля, но мне встать? Мне надо встать. Мы перемещаемся с поля на поле. У меня просто футболист человек. Гол! Ой. И очень вдохновилась как раз вот этой историей с использованием жесткого света. И мне кажется, это может получиться интересно и ново для меня. Никогда не любила вот эти вот режущие тени, жесткие такие рисунки на лице, на теле, особенно у балетных. То есть я старалась всегда, ну давай бей! Старалась всегда использовать какой-то такой более мягкий, рассеянный рисунок на теле и на лице. Но надо же пробовать новое. А чтобы пробовать новое, нужно ехать в аренду. В общем, поэтому этот влог будет про то, как мы попробуем что-то новое вместе с вами в прямом эфире. Не знаю, что получится. Вообще, может быть, как раз вещать влоги с детских площадок? Почему нет? Просто каждый сезон я буду сидеть в разной одежде, то в снегу, то в листьях, то в дожде, в грязи. Потому что коляска идеально подходит вместо штатива. Да, Федь? Ветрено. Ау. Идем к машине. Искать машину. Приветики. Я тоже рада тебя видеть. Далеко машина стоит? Актуальный вопросик? Нет, всего лишь через полкилометра. Хорошо. Какой возьмешь? Грузовой лист не работал. Как ваши ощущения? Замечательные? Да, реально. Ух, какая махина. Мы сюда еще эти масочки наденем. Не, я хочу внутри сделать полоску из них. Ага. Потому что вот эта штука будет, скорее всего, мешать. Просто. Ксюша, надо немножко ее отодвинуть, потому что это будет мешать. Чё? Комплимент
комплиментарно. Да, очень комплиментарно, теплый свет. Очень красиво. Нет, 600-ка клевая. Да. Привет! Оля. Ой, другую руку. Очень приятно. Па-бам! Приветики! Я тащила его наверх. Блин, грузовой лифт не работает. Извини, пожалуйста. Еще раз. У меня не фокусировалось. Что делать будем? Креативить, творить. Беремся, да. Ты будешь блестеть еще очень долго. Но ты сама подписалась на это, извини. Я готова. Так, время поделиться мыслями. Закончить этот влог я хочу своими размышлениями на тему того, получился у меня этот эксперимент или нет. И если в целом он получился, потому что все равно мы собрались, мы сделали командой съемку, я не отформатировала по полпути флешку, то есть у меня сохранился материал, и из него можно все равно сделать фотографии, то по факту, да, получился. Но, есть но, я бы сказала, это но внутри меня, мои личные ощущения, и тут, конечно, конфликт и небольшой конфликт. Я несколько дней взяла специально паузу, чтобы переосмыслить процесс, который происходил тогда, в тот день, и чтобы переосмыслить те события, которые случились во время съемки, и мои мысли, мои эмоции, мои мироощущения. А сейчас я могу смело сказать о том, что я давно не была в шкуре новичка. Очень давно. Я не помню, когда я последний раз в ней была. И вот эта вот потерянность, когда ты не понимаешь ничего, и тебе нужно что-то с этим делать, она, конечно, вот она меня настигла в тот день, когда мы снимали в студии с постоянным светом. До этого я всегда снимала с постоянным светом с кем-то, то есть у меня были помощники, это либо были гаферы, либо это были какие-то световики ребята, либо это были какие-то конкретные схемы, про которые я приходила, я такая, вот так делаем, и больше никаких экспериментов, прочь экспериментов. То сейчас, когда мы собрались на съемки, я отпустила полностью контроль. Это было необходимо мне для того, чтобы понять, я не могу также свободно экспериментировать с постоянным светом, как я это делаю с импульсным. Я не могу свободно чувствовать себя при работе с постоянным светом. Что меня всегда смущало при работе с постоянным светом, и что я четко поняла, ощутила это на съемке. Это тени, это жесткие тени на лице, это жесткие тени везде, это провалы, пересветы, никаких полутонов, все очень жестко, все очень прямо, все очень конкретно. И это меня смущало, потому что обычно я снимаю с очень мягким светом, я снимаю с импульсным светом, я снимаю с октобоксами, с мягким рисунком, очень идущим балетному телу, оно очень приятное, красивое. А тут жестчайший свет, который лупит в модель. Я ощутила себя новичком на съемке, и это классное ощущение, которое я хочу попробовать запомнить и сохранить для себя, чтобы иногда делать такие супер эксперименты. Это классный опыт, который дал мне размышления, который дал мне
почву для новых мыслей и дал мне возможность понять, где мои слабые места. Не то чтобы я про них не знала, конечно же знала, но тут прям классно. Я хочу в этой сфере развиваться, я хочу понимать, и как работать с постоянным светом, я хочу понимать, как работает та или иная схема света. И я пишу эти видео для того, чтобы потом пересматривать и потом анализировать свой опыт и свои состояния. И это очень важное видео для меня, потому что я буду к нему обращаться и обязательно пересмотрю вот тогда, когда я научусь работать с постоянным светом. И я буду видеть свои ошибки, я буду видеть свои мысли, и это очень важный такой якорь для меня, поэтому это видео очень важно. Я хочу, обращаясь к себе из будущего, привет, сказать, что не забывай 3 важных вещи. Первое. Не бойся нового и всегда экспериментируй. Второе. Уходи от стресса не проживанием его и прожевыванием его, а уходи от стрессовых ситуаций в сторону принятия решений, как из него уйти. Бери и не мусоль то, что негативный опыт, который ты пережил. Бери и пытайся найти выходы из той ситуации негативной, которые сложились. Если тебе что-то не нравится, бери и ищи выходы. 3-й пункт. Он будет другим. Позволяй себе ошибаться. На этом видео заканчиваю. Это и так было слишком долго. До следующих видео влоги будут. Обязательно этот формат нравится. Мне нравится. Вам, надеюсь, тоже нравится. Напишите мне об этом. Поставьте лайк. В общем, увидимся в следующих видео. Пока.